друзья! С вами снова Андрей, и я рад приветствовать вас на канале Rustories. И мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. Что может быть проще, чем научиться читать? Не на иностранном языке, а на своем родном. Но оказывается, что в любом возрасте можно и нужно продолжать учиться читать. Что это значит? Давайте разбираться. Итак, поехали. Читать я начал то ли в 5, то ли в 3 года. Цифра, называемая моей мамой, почему-то уменьшается со временем. Я до сих пор помню диван, пушистое одеяло на нем и несколько букв, вырезанных из цветной бумаги. Мама, папа, Саша. Составление слов казалось мне чудом. Научившись составлять слова, я незаметно научился их разбирать. Сказки Андерсона и братьев Гримм, детские рассказы, энциклопедия. Сколько всего можно было прочитать. И я читал. Чтение уже не казалось чудом. Но сколько же чудес было в описываемых мирах. Лет в 5-6 случился легкий прорыв. Отец читал что-то свое, а я читал свою любимую историю про стойкого оловянного солдатика. Слова я проговаривал тщательно, вслух, монотонно. И это мешало отцу сосредоточиться на своей книге. Он меня попросил читать молча, а я удивился, как это молча, как я. Он действительно не говорил ни слова, когда читал. Я попробовал, и все получилось. Поначалу шевелил губами, потом необходимость в этом отпала. Потом был второй прорыв и новый прогресс. В школе я начал читать быстро, точнее, быстрее всех в классе. Тогда казалось, что самая большая скорость чтения делает меня самым умным. Жаль, что это оказалось заблуждением. Следующий шаг был в 16 лет. Началось чтение в интернете. Там я научился пропускать ненужное. А еще через пару лет пришлось научиться вычленять нужную информацию из потоков трэша. Пришла пора студенчества. В 25 я научился не читать. Я понял, что это сильно экономит время. Новости, блоги, большая часть профессиональной литературы. Сколько возможностей открывается, если выкинуть это все из своей жизни. Не поймите меня неправильно. Чтение само по себе не является чем-то плохим. Плохим является чтение ненужного. В моем случае сыграла свою роль скука. Какой смысл читать новости, если они повторяются день ото дня? Зачем читать очередную статью по саморазвитию, если уже читал похожую полгода назад, а развитие так и не произошло?
Потом я учился читать медленно. Во время чтения я задавал себе вопросы, как автор пришел к этому, что изменилось за последнее время. Важно ли это сейчас? Я задавал эти вопросы для каждого эпизода. Скорость чтения упала на порядок. И когда я закончил книгу, я понял, что уже забыл, что было в начале. Когда я пожаловался своему другу, он посоветовал мне читать вдумчиво только ту литературу, которая будет, во-первых, полезна в работе, во-вторых, длительное время и, в-третьих, за которую платят зарплату. Все остальное – хобби, сказал он. Можно просто быстро пробежаться по книге. Последний испробованный мной вариант замедления собственного чтения – это тест после каждой главы. Нужно вспомнить краткое содержание прочитанного, а потом бегло перечитать. И так сравнить запомненное с написанным. Сейчас я неспешно читаю привычки высокоэффективных людей и ничуть не жалею о потраченном на размышления времени. Оно того стоит. Друзья, я буду очень рад, если вы напишите в комментариях, как читаете вы, какую литературу вы любите больше всего и читаете ли вы книги на русском языке. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!